Друзья, всем привет! Сегодня мы приготовим с вами ничего себе десерт. Десерт вау! Десерт ухтышка. На самом деле это американский десерт вуппи пай, что в переводе вау, ухтышка. Ну что, готовы? Тогда давайте скорее начинать. Вкусно. Мне все-таки больше нравится с апельсином. Кофейный вкусный. И вот этот, который я сказала, очень классно, когда настаивать на натуральном чае с розой, с вишней, лаваре, вайлдберри. Очень вкусно. А вы же не говорите, стоп, снято. Я ем, у меня еще 3 торта сегодня на повестке дня. Съесть надо. Все. Все. Может, селедочку? Снято. Пирожное вуппи пай состоит из 2 компонентов. Первый – это шоколадный бисквит, и второе – нежный сливочный крем. Начнем мы с приготовления шоколадного бисквита. Для него нам понадобится 200 мл молока, жирность выбирайте самостоятельно, 2,5 или 3,2%, какой вам больше нравится. 100 граммов яйца, 300 граммов муки, 160 граммов сахара, 10 граммов разрыхлителя, 60 граммов какао-порошка и буквально 1/3 чайной ложки соли. Соединим все сухие ингредиенты. У меня здесь в миске мука, разрыхлитель сюда же, сахар оставляем к яйцам, соль и какао. Подробно о какао-порошке, как его выбрать, качественный, некачественный, я рассказывала в видеоуроке «Торт красный бархат», можете посмотреть. Итак, какао-порошок обязательно нужно просеять через сито, потому как это выглядит вроде как и сухой ингредиент, но на самом деле он довольно-таки жирный, поэтому комкуется. Обязательно просейте его через сито. Видите, сколько тут получается комков. Просто при замешивании они не разойдутся, их нужно обязательно через сито. Ну и каждый раз, когда вы начинаете приготовление каких-либо бисквитов, вы должны помнить, что духовка должна быть разогретой к тому моменту, когда тесто у вас готово. Поэтому я заранее включила духовку на 170 градусов, без обдува, без конвекции. Это очень важно для приготовления этого пирожного. Я чуть позже об этом расскажу. Чаша комбайна, в нее отправляем яйца. 100 граммов яйца – это приблизительно 2 штуки. Вы каждый раз просите меня, чтобы я все-таки прописывала, и я это делаю. Я прописываю вам и в штуках, и в чашках, ложках, вилках. Вот поэтому под видео вы найдете подробное описание ингредиентов, уже расписанное не только в граммах, но и в ложках, в чашках. Так, 2 яйца, это около 100 граммов. Отправляем сюда же молоко и сахар. Оп. Все это перемешиваем. Можно воспользоваться, в принципе, вот таким ручным венчиком. Я сейчас делаю все с помощью комбайна, это будет немного быстрее. Сейчас важно, чтобы сахар в молоке и яйцах растворился. На небольших оборотах перемешиваем. Взбивать это все не нужно, напомню, просто перемешать, чтобы сахар растворился. Так, достаточно. Теперь отправляем сюда сухие ингредиенты, я их так немножко перемешаю. И на небольших оборотах вымешиваю до однородной консистенции. Перемешали до однородной консистенции. Как вы видите, все очень быстро и легко. Кондитерский мешок, мерный стакан. Одеваем на него мешок, так удобнее будет переложить тесто. Теперь берем противень, пергамент. Меня очень часто спрашивают, почему я переворачиваю противень. Почему нельзя выпекать, как все нормальные люди.
Вы можете выпекать и так, и эдак. Мне больше привычнее, потому что на профессиональной кухне противня, как правило, абсолютно плоские, практически без бортов, и после выпекания часто изделия снимаются, стаскиваются с противня, чтобы не продолжали они проготавливаться, переготавливаться, доготавливаться, поэтому у меня такая вот привычка есть. Срезаем. Диаметр среза приблизительно сантиметра 2,5-3. На хорошем расстоянии друг от дружки отсаживаем. У меня здесь вот противень идет 4 на 3 пирожных. Так. Оп. Раз. Заглаживаете вот эту верхушечку. Она при выпекании, конечно, чуть растечется. Закладка рассчитана на 2 таких противня. Всего у нас получится 24 половинки, а в общей массе 12 пирожных на выходе. Отправляем отсаженное пирожное в духовку, разогретую, как я уже говорила, до 170 градусов. И тут у меня есть один такой секретный момент. Если вы будете выпекать с конвекцией, с обдувом, то, скорее всего, на поверхности вашего печенья, вашего бисквита образуются трещины. Поэтому выключайте обдув, выключайте конвекцию, тогда вы получите идеальное гладкое пирожное. Что же делать с оставшимся тестом? Его можно отсадить и оставить при комнатной температуре выпекать через 10 минут, а можно параллельно выпекать 2 противня, просто через 5-6 минут поменять их местами, но более однородная, красивая текстура у бисквита получается, когда мы все-таки выпекаем по очереди противня. Сначала один, потом второй. Поэтому тесто пока я ставлю в стороне, потом допеку еще один противень. Итак, 12 минут уже прошли, я достала первую партию печенья, отсадила еще одну, и она тоже уже готова. Достаем. Теперь нам нужно дождаться, пока бисквит полностью охладится, а мы пока можем приготовить крем. В оригинальном рецепте крем сливочный, то есть взбитые сливки с сахарной пудрой. В принципе, очень неплохой вариант, но я предлагаю немножечко разнообразить его и внести свою авторскую нотку. Для приготовления сливочного крема нам понадобится 350 мл сливок, жирность не менее 30%, сливки не сладкие. 50 граммов сахарной пудры, 4 грамма желатина и 20 миллилитров воды. А также я хочу добавить цедру одного апельсина. Тут можно выбрать либо 2 маленьких апельсина, либо 1 большой. Будем ароматизировать сливки. На самом деле взбитые сливки, как многие из вас знают, не очень хорошо держат форму, поэтому предлагаю добавить туда желатин. Вода, желатин. Желатин я выбираю сила желатина 200 Bloom, сила геля, порошок и замачиваю водой комнатной температуры, то есть прохладной водой 1 к 5. Одна часть желатина, 5 частей воды. Заливаем или засыпаем желатин, или заливаем его, перемешали хорошо ложкой и отставляем буквально на 10-15 минут в сторону для того, чтобы желатин набух. Любой сливочный крем, любые вот такие сливки мы можем ароматизировать и дать дополнительный вкус и аромат. Это может быть цедра цитрусовых, апельсин, лимон, лайм, грейпфрут, мандарины. Это может быть кофе, допустим, кофейные зерна. Я очень люблю еще один вариант, это чай. В принципе, любой травяной чай очень нравится мне. Вот в коллекции Лаваре есть Wild Berry, это чай с ягодами и розой. Очень ароматные, вкусные сливки получаются. Ну и как дополнение, конечно, к нашему Whoopie Pie можно использовать. У многих может возникнуть вопрос, как же нам добавить вкус и аромат апельсина в наши сливки. Дело в том, что на поверхности апельсина есть такие, скажем, поры. Давайте я покажу пальцем, хочешь? Показывай на камеру, все, делай, работай. А как же макросъемка? Настолько макро хочешь. Ну я маникюр сделала просто. Апельсин. Есть такие поры, внутри каждой такой поры содержится апельсиновое масло. Это самое ценное, что нам нужно изъять из апельсина. То, что внутри фреш, в принципе, он дает нам вкус и кислоту, а весь аромат, вся интенсивность во вкусе – это все-таки апельсиновое масло. Так вот, если мы в сливки добавим фреш, сливки, конечно, от кислоты свернутся. Если мы в сливки добавим апельсиновое масло, то все будет хорошо. Поэтому
Поэтому берем терку, апельсин и начинаем его натирать. Причем будьте внимательны, нам нужно взять только самую вот эту верхнюю часть, то есть нужно раскрыть эти поры. Да? Вот эта белая часть, она уже горчит, ее мы не берем. Когда вы натираете апельсин, цитрусы вы вообще натираете, вы можете ощутить уже где-то во рту, на небе, хуже всего с грейпфрутом, когда его чистишь, ты ощущаешь уже вот эту горечь во рту. Так вот, это те самые масла, и я рекомендую вам брать миску большую, натирать в нее и сюда же добавлять сливки. То есть не натирайте в какую-то маленькую емкость, из которой вы потом достанете все масло, весь аромат, он вот здесь в миске. Цедра одного апельсина есть. Фреш можно выдавить сразу и выпить, но если нет на это времени, лучше обернуть пищевой пленкой, убрать в холодильник, иначе буквально за 1-2 дня апельсин у вас пропадет. А в пищевой пленке, это такая защита для него, он продержится чуть дольше. Сливки, жирность не менее 30%, 30-35%, для того, чтобы мы их могли потом взбить. Перемешиваем. То, о чем я вам уже говорила, сливками мы собрали сейчас все апельсиновое масло. Если вы ароматизируете кофейными зернами, кофейные зерна очень много на себя забирают жидкости, влаги, то есть жир остается, влага уходит. Поэтому, когда вы ароматизируете кофейными зернами, вы отправили сюда кофейные зерна, прогрели, через сито все это процедили, и обязательно взвесьте, у вас там уже будет, допустим, не 350 мл сливок, а всего лишь 300, нужно будет добавить недостающую жидкость. Перемешали, теперь нам нужно прогреть сливки, но ни в коем случае не кипятить их. Если вы будете кипятить сливки, то жир от сыворотки просто отсечется, и вы потом не взобьете крем. Поэтому сливки должны быть прогреты приблизительно до 60-70 градусов, они должны просто парить. Можно воспользоваться микроволновкой, можно переложить это все в сотейник и поставить на плиту. Я воспользуюсь микроволновкой, буквально 20-30 секунд. Ой. Сливки хорошо прогрелись, теплые. Перемешиваем. Как раз цедра отдала свой аромат, вкус. Теперь нам нужно процедить все это через сито. Но прежде чем мы процедим, пока это все горячее, мы можем добавить набухший желатин. Он уже подготовлен. Перемешиваем. Переливаем сливки через сито. Если мы оставим цедру в сливках, она будет горчить. Сахарная пудра отправляется сюда же. Сахарную пудру контролируйте, если вам покажется, что сам бисквит сладкий, вы хотите сделать абсолютно нейтральный крем, тогда сахарной пудры добавьте буквально там 15-20 граммов. Наши апельсиновые сливки накрываем пленочкой, обязательно в контакт. Пленка должна плотно прилегать к сливкам, чтобы не было никакого конденсата у нас. Отправляем наши сливки апельсиновые в холодильник минимум на 6 часов, чтобы желатин хорошенько сработал. И по истечении этого времени взобьем крем и соберем пирожное. Крем уже стабилизировался, мы можем его взбивать. Перекладываем апельсиновые сливки в чашу комбайна. Все это взбиваем, контролируем процесс, все время смотрим, взбиваем до устойчивых пиков. Крем готов. Он держит форму. Берем кондитерский мешок. Насадку можно использовать в принципе любую. У меня здесь насадка закрытая звезда. Можно обычную круглую насадочку, можно открытую звезду. Кондитерский мешок, перекладываем в него крем. Теперь подготовлю половиночки для сборки. Очень важный момент при сборке нашего пирожного. Важно найти родственников. Ну, в смысле... Печенье родственников. 9-2, 9-9, 9-2. Ну вот, нашли родственников, только не муж с женой, а вот так брат с сестрой, там, потому что ближних родственников. Так, отсаживаем крем. В интернете нашла много информации об этом десерте.
и чаще всего о нем говорят, ну, это как французский макарон. Наверное, люди, не емшие никогда французский макарон, ничего общего, наверное, кроме как то, что две половинки бисквитные собираются между собой кремом, так вот, ничего общего с макароном, как по мне, здесь нет. Так. И накрываем второй половиночкой. Но нам, прежде чем кушать это пирожное, нужно отправить его в холодильник хотя бы на часик, чтобы объединились крем и бисквит. Поэтому дегустировать будем минимум через час. Наше пирожное Ухтышка, он же Вуппи Пай, готово. Присыпем тонким слоем сахарной пудры для нарядности. Дети будут в восторге. Обязательно приготовьте такое пирожное дома. Подписывайтесь на мой канал, комментируйте и давайте готовить вместе. А больше рецептов вы найдете на моем YouTube-канале, в моих книгах, на моих мастер-классах и на моем сайте. Добро пожаловать! Thank you.